Сегодня очередная у нас сессия вопросов и ответов. Я знаю, что вы уже начали изучать тему «Семья», и возникает много вопросов. Я понимаю, что у вас там очень много технических вопросов, которые мы все еще пытаемся объяснить. Поэтому продолжайте просто двигаться, изучать, и все эти технические вопросы мы со временем решим, конечно, для вас. Мы делаем все возможное. Просто у нас один человек, который за все это отвечает, и его разрывают на части. Но я думаю, что это не должно помешать нам получать то духовное, что самое главное является для нас. Да? И сегодня, когда мы говорим о теме «Семья», у нас в гостях Дангрин, она возглавляет директор всех курсов обучения в глобальном наследии. Она также являлась миссионером и пастором, и у нее очень много глубокая мудрость о том, что и как Бог делает, и как выстраивать обучение, и как помогать людям. У нее большое сердце, материнское сердце, которое помогает заботиться, ободряет людей. И я думаю, что сегодня вы получите многие ответы на ваши вопросы. Сегодня я буду переводить и вести, поэтому я их вкратце немножко переведу. So I just introduced you. I told them that I'm going to speak both languages today. Thank you, Jesus. Yeah, so, and I said, that you are such a mother that knows how to really, to be a mother and demonstrate it, and, who you are here at Global Legacy. And so, I think, in the thing that we're studying, family, of course, there is lots of questions about how to find fathers and mothers, how to live and position yourself to be a son and daughter when you don't have fathers and mothers. And you need to become a father and mother, but you never been fathered by someone. I'm going to translate that. Я задала ей вопрос о том, как находить духовных отцов и матерей, особенно если ты сам никогда не имел духовного отца, но ты уже в том возрасте и в том положении, где ты сам можешь становиться отцом. Но будучи, скажем так, сиротой, ты становишься отцом. И как это все правильно понимать, находить и направлять в своей жизни? Yeah, so just how to find, how to position, where to find, because if you don't have any around you, what would you do first? Yeah, this topic of finding spiritual mothers and fathers, it's a challenging one. Конечно, тема нахождения отцов, она такая проблемная, иногда сложно бывает. Because like you said, if we've never had an example of what that looks like, sometimes we don't even know what to look for. Потому что когда у вас нету примера, ты даже не знаешь, чего искать и как это выглядит вообще, что значит быть отцом и матерью. And I've certainly been through a journey myself in how to find spiritual mothers and fathers, and then also how to be a spiritual mother. И я сама проходила через это путешествие, как находить отцов и матерей для себя, а потом училась сама быть матерью духовной. I think the most important thing is that we first know that God is our ultimate spiritual father. Но самое главное, с чего мы начинаем, это то, что мы понимаем, что Бог является нашим изначальным и вечным отцом, прежде всего. We need to make sure that we're looking to God to be the source, our source of everything, not people. Like our first source needs to be God. И мы должны понимать, что в любых отношениях наш первый источник является Бог. Не люди, не что-то другое, но Бог — это тот, кто является нашим источником. So it's very important that we are asking God to connect us with spiritual mothers and fathers. Поэтому очень важно, просить Бога, чтобы Он соединил нас с нашими духовными отцами и матерями, конечно. And it is part of God's design. И это потому, что это часть Божьего дизайна изначального. But we have to make sure that we're not looking to people to be in the place of God in our life. Но мы также должны убедиться, что люди не заменяют место Бога в нашей жизни. Это очень важно. So once we start from that foundation that God is my ultimate source of everything. Поэтому, когда мы начинаем с этого основания, что Бог мой источник и мой ресурс для всего в жизни, then it's easier for us to find earthly spiritual fathers and mothers. Тогда нам будет легче находить земных
отцов и матерей. Because we lower our expectations of what we're looking for. We're not looking for the perfect spiritual mother or father. Yes. Тогда мы понижаем наши ожидания для земных отцов и матерей, потому что мы понимаем, что нет никого совершенного, как наш Отец Небесный. So the most important thing is to know that nobody is perfect. Самая главная вещь в этом понимать, что не будет совершенного отца и матери здесь на земле. And I've learned that even the people who look perfect, actually, they're the most not perfect. И я бы научилась в жизни, что даже те люди, которые выглядят, что они совершенны, они оказываются самые одни из самых несовершенных в итоге. Yeah, so, and I don't mean that you lower your standard. И я не говорю, что вам нужно понизить свои стандарты. But you do bring down your expectation of what someone is going to be able to give you as a spiritual mother or father. Но я думаю, что вы просто понижаете свои стандарты ожидания вашего, как ваш отец духовный или мать должен выглядеть. I also think it's helpful to not have an idea that you're going to have one spiritual mother or one spiritual father. И что-то, чтобы помочь вам вот этой идее, что вам не надо иметь только одного родителя духовного. God can use multiple people in your life in different ways. Потому что Бог может использовать разных людей в вашей жизни, в разных областях. So each one of us is a different representation of God. Потому что каждый из нас является уникальным представителем Бога. So when I'm looking for and I'm praying for a spiritual mother or father, поэтому, когда я молюсь и ищу духовного отца или мать, I'm not going to be looking for just one person who has everything that I feel like I need. Я не просто ищу одного человека, который, я думаю, у него есть все, что мне нужно. So you look for people that you admire their relationship with the Lord. Вы прежде всего ищете человека, который ценит и обожает свои отношения с Господом. Look for people who are walking in breakthrough in areas that you know that you want for yourself. Также второе, ищите человека, который уже ходит в том прорыве, в тех областях, где вы еще ожидаете прорыв. Again, a spiritual mother and father is not a perfect person. И опять же, духовный отец, мать – это несовершенный идеальный человек. Not a perfect Christian. И не идеальный христианин. Because we're all on a journey. Потому что мы все в этом путешествии находимся. But myself as a spiritual mom, но я лично, как духовная мама, I know that I carry a lot of breakthrough for people. Я знаю, что я несу в себе очень много духовного прорыва для людей. But I don't carry everything that they need. Но у меня нет всего, в чем они нуждаются. So looking for and praying for that spiritual mother and father, expect God to surprise you. Поэтому, когда вы ищете духовных родителей, ожидайте, что Господь вас просто удивит этим. Another misconception that we have is that they have to be a lot older than we are. И другое неправильное понимание, которое у нас часто бывает, это то, что мы думаем, что они должны быть старше, чем мы по возрасту. A spiritual mother and father or father doesn't have to be physically older. И духовные родители, они не обязательно должны быть физически старше тебя. That person can be actually younger in age, but older and more mature in the spirit. Этот человек, духовный родитель, может быть даже младше тебя по возрасту, но он зрелый в духе. So I have been a spiritual mother to people who are physically older than I am, but younger in the Lord. Я была духовной мамой для людей, которые физически меня старше по возрасту, но они более молодые в Боге. So broadening your definition of what it is that you're looking for. Поэтому расширьте ваше понимание и определение того, чего вы ищете. And understanding that every single one of us is on a journey from glory to glory, so you're not going to find perfection. И понимаете также, что каждый из нас находится на этом пути, когда мы меняемся от славы в славу. Поэтому идеальных никого нет. So I know for me, I just continue to ask the Lord to open your eyes to people in your life who could be that spiritual mother or father for you. Просто продолжайте просить Бога, чтобы Он открыл ваши глаза на тех людей, которые могут стать вашими духовными родителями. And spiritual mothers and fathers can be somebody that I am with physically, I actually have a relationship with, or people that I learn from, from a distance. Духовными родителями могут быть те люди, с которыми я рядом физически,
а также от которых я учусь и получаю что-то на дистанции. So I have people in my life who are spiritual mothers and fathers to me. Some I have real personal relationships with, and some I have followed their teaching for years, and they've impacted me so much. They have raised me up in the Lord. И вот с некоторыми духовными своими родителями у меня есть физические отношения, то есть мы видим, мы встречаемся, общаемся, а есть также духовные родители, за которыми я следовала через их учение, прочтение их книг, и они далеко, но они повлияли на мою зрелость в Господе, то есть они взращивали меня через свое учение. I actually think it's unhealthy for us to have only one of those. И я даже думаю, для нас это не является правильным. Это нездоровое отношение, когда у нас только один духовный родитель или два. So if I only have spiritual mothers and fathers that are from people who I don't know, like I read their books, I follow their teaching, that's not going to be healthy for me. К примеру, если у меня только есть духовные родители, которые на дистанции, которые меня лично не знают, и я просто следую их учению, я читаю их книги, слушаю их проповеди, я думаю, для меня, если только они одни будут в моей жизни, это нездоровое отношение. But also, if I only have a spiritual mother or father who is right here with me, and that's the only person I let speak into my life or influence me, that's also not healthy for me. А с другой стороны, нездоровым является также, когда у тебя есть только физические родители, которые постоянно изливают в твою жизнь, и у тебя они только одни, и ты не принимаешь ни от кого другого, это тоже не является здоровым. So the family of God, it is a family. It's mother and father, grandmother, grandfather, aunts and uncles. Поэтому, да, духовная семья, небесная семья здесь на земле, она состоит из духовных родителей, бабушек, дедушек, дядей, тетей, то есть она должна быть многогранной. So it's important to make sure that we're allowing ourselves to be encouraged and strengthened from a variety of different people. Поэтому мы должны сами приглашать ободрение, укрепление с разных сторон, от разных людей получать это. And on this subject, I think it's good for us to talk about, if I could say just one more thing. Если я еще одну вещь могу сказать, хочу добавить. It's very important in your journey to be looking for spiritual mothers and fathers. Очень важно, чтобы в вашем путешествии вы искали духовных родителей. Is that you are working on becoming a spiritual mother and father at the same time. Но также, чтобы вы сами становились для кого-то духовным отцом и матерью. So if you say to me, oh, I need a spiritual mother, I don't have one. Если вы мне скажете, о, мне так нужна духовная мама, у меня никого нет. I would say keep looking and keep asking God to send you someone. Я бы продолжала ободрять вас и говорить, продолжайте искать, молиться и просить Бога, чтобы Он послал вам. But who are you being a spiritual mother to? Но я при этом задам вам вопрос, а вы для кого стали духовной матерью или отцом? Who are you being a spiritual father to? Для кого вы стали духовным отцом? And you can start off small. И надо начинать с маленького. But the heart of a spiritual mother and father is unconditional love. Но сердце духовного отца и матери – это безусловная любовь. And championing people, celebrating people. И когда ты празднуешь людей, ты их ободриваешь все время. As a spiritual mother, I don't need to tell people what's wrong with them. Как духовная мама, я не говорю людям, что с ними не так. We have enough of that in the world around Потому us. что в мире вокруг нас люди получают этого достаточно. The enemy's happy to tell me those things. Враг радуется, когда он мне говорит, что со мной не так и что нужно изменить. Враг любит это делать. People need me to tell them what's right with them. Но людям нужна я, чтобы я им говорила, что с ними так, что у них хорошо получается, что правильно у них. So a spiritual mother or father, your role is to celebrate people. Поэтому как духовный отец и мать, твоя роль это просто уметь праздновать людей, Encourage, ободрять, support, поддерживать and love и unconditionally. любить безусловно. I always want to be the biggest cheerleader or champion of people in my life. Я хочу быть самой большой группой поддержкой, тех, кто поддерживает людей, празднует их больше, чем другие. And you also want to be the safest place. Но я также хочу стать местом безопасности. And those are the things that a spiritual mother or father can do. А это то, что создают духовные родители также. We can leave conviction and judgment and things like that to God and the Holy Spirit. Мы должны оставить всякое обличение,
убеждение и исправление и суд даже касательно людей Богу. Мы должны отдать это Ему. It doesn't mean that I don't ever speak a word of correction. Это не означает, что как духовная мама я никогда не теперь слово исправления, чтобы исправить человека, помочь ему исправиться, не буду говорить. Это не означает это. But I make sure that I have 90% of celebration and then 5 or 10% of correction. Но я хочу убедиться, что я им даю 95%, то, что я их праздную, я их поддерживаю, и только 5% из моего времени с ними на исправление я трачу. So, Zephaniah 3:17 says that God rejoices over us with singing. Сафония 3:17. 3:17 говорится, что Бог радуется над нами с пением. And I think as spiritual mothers and fathers, that's our #1 responsibility. И я думаю, как духовных родителей, вот это ответственность номер 1 для нас. So I'm going to tell you all the time that you're amazing and fantastic. You're doing so good. Поэтому я вам скажу все время, что ты удивительный, ты потрясающий человек. And our job as spiritual mothers and fathers is to help people discover their amazingness. И наша задача духовных родителей – это помочь людям пережить, ощутить вот это вот, что они удивительные, потрясающие. So each one of you today have this amazing opportunity. Поэтому у каждого из вас сегодня есть вот эта потрясающая возможность. You can decide that you are going to become the most amazing spiritual mother or father for people around you. Вы можете решить, что вы сегодня возьмете на себя роль и станете духовным отцом или матерью для людей вокруг вас. Let's break off this feeling of I don't have a spiritual mother or father, so I am empty, I'm lacking. Поэтому давайте разрушим сейчас вот это чувство, что мне отчаянно нужно найти духовного отца или мать, потому иначе я пустой, и мне чего-то недостает и не хватает. And instead today take hold of God is your ultimate spiritual mother И and вместо father. этого давайте ухватимся за Бога, как за нашего отца духовного и мать. And invite Him to teach you how to be the most amazing spiritual mother or father. И пригласим Его, и попросим Его научить нас, как быть духовным отцом или матерью. And then you are going to be creating a brand new spiritual legacy in your environment. И вы также затем будете создавать абсолютно новое наследие в своем окружении, как духовный отец и мать. You have what you need. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь. You have access to heaven. У вас доступ к небесам. God has already put inside of you everything that you need to be an amazing spiritual mother or father. Бог уже вложил все внутрь вас, что вам нужно, чтобы вам быть духовным отцом и матерью. So today, ask Him to unlock those things for you. Поэтому просто сегодня попросите Его, чтобы Он распечатал, раскрыл это в вас. And open up your heart. Открыл ваше сердце. Let God pour in His love for other people into И you. пусть Бог изливает свою любовь к другим людям, в вас и через вас. And God's #1 thing is to celebrate us. И Божье номер 1 желание – это нас праздновать, радоваться, Encourage us, comfort us, ободривать нас, вдохновлять нас and call us into our destiny. и призывать нас в нашу судьбу и предназначение. So if you're feeling that you're in a desert of spiritual mothers and fathers, Поэтому, если у тебя есть чувство, что ты находишься в пустыне, когда касательно темы отцов и матерей духовных, you can decide today that you're going to change that spiritual atmosphere around you. ты можешь решить сегодня, что сегодня ты меняешь эту духовную атмосферу вокруг себя. And you are going to begin to be that spiritual mother or father that other people need. И ты станешь вот этим духовным родителем для кого-то, кто нуждается в этом. And when you do that, it's important, don't put pressure on yourself to be perfect. И когда ты это делаешь, не клади вот это все давление на себя, что тебе теперь нужно быть совершенным идеальным отцом или матерью. It's in our honesty and vulnerability that other people can learn from our journey. Потому что в нашей честности и в нашей прозрачности только в этом люди могут научиться, как вот иметь вот эти искренние, настоящие отношения с Богом и видеть твой процесс изменения. So it's a balance between being available to people and also making sure that you feel that you can be completely yourself.
И в этом тоже есть баланс, когда ты доступен для людей, но также ты не носишь маски, ты настоящий для них, со своими какими-то недостатками, они видят, и они видят, как Бог это меняет. And if you're going to celebrate other people, make sure you're celebrating yourself. И когда ты ободряешь и празднуешь других людей, убедись, что ты празднуешь также и свой прогресс, и самого себя. Okay, shall we talk Yeah. about something else? Or, That's good. Well, we have a little bit of time left, so We we're have going to do 10. the word. Yes. you want to answer another question, or should we go into the... We have 10 minutes. Okay. So there was a question about then positioning yourself. What's the difference? Like when you're father and mother, you're still positioning yourself as a son and a daughter. Absolutely. So because there is some extreme. Some people goes like, well, I'm spiritual father, so I don't need the fathers in my life because now I'm telling people what to do. Basically, that's the idea, right? And you explained it so beautifully that it's not right. Сегодня из-за перевода вот так вот у нас будет туда-сюда. Я задала ей вопрос, как при этом позиционировать себя как сына и дочь, потому что я замечала часто, что когда люди взрослеют, становятся родителями, они даже духовными родителями, они становятся такими, что я теперь отец, мать, и в мою жизнь мне не надо, чтобы кто-то говорил, я говорю, кому что и как делать. И как Дарлин сейчас уже объяснила, что духовный родитель не указывает, как и что делать. У него другая роль вообще. Но при этом вопрос звучал такой, что как поставить себя быть отцом или матерью, но при этом и оставаться в позиции сына и дочери. So how do you position yourself as a son and daughter? Because I think that's an important element, yes, right, in defining you. Yes. Yes. So always keeping yourself teachable, that there's always more to learn. То есть как сохранять позицию сына-дочери? Это прежде всего сохранять научаемый дух, что ты всегда чему-то учишься. And one of the most important traits of a follower of Jesus is that we're hungry for more. И одна из важных качеств, характеристик следования за Иисусом, это то, что мы всегда голодны по большему. So humility, поэтому смирение, teachability, быть обучаемым, что тебя легко обучать, and staying hungry. И при этом оставаться быть голодным. So, for myself, I'm 52 years old. Для меня лично, мне 52 года. I've been following the Lord for more than 35 years. Я за Богом следую уже больше 35 лет. I've been in leadership and pastoring people for more than 30 years. Я была в лидерстве и пастором над людьми более 30 лет. I started when I was very young. Я начала, когда я очень молодой была. But even today, I am looking for and connecting myself to spiritual mothers and fathers. Но даже сегодня я продолжаю искать и соединяться с моими отцами, духовными родителями, отцами и матерями. So in the kingdom of God, there is so much for us to explore. Потому что в Царстве Божьем есть столько много чего нам можно раскрыть и изучить. So I asked the Lord, what's the more that you have for me? И я всегда спрашиваю Бога, а что вот это больше, что ты имеешь для меня? What do I want more of? Чего я больше хочу? What is God doing in me? Что Бог делает во мне? And I asked the Lord to show me people who are further along in that journey than myself. И я ищу Бога, чтобы Бог показал мне людей, которые в этом путешествии с Богом намного дальше ушли, чем я. And I pursue people. И я просто следую за этими людьми. And whether they're here with me in Reading or they're anywhere else in the world. И находятся ли они здесь в Рейдинге со мной или где-то еще в мире живут. I might ask for a Skype meeting or я могу попросить по скайпу с ними поговорить. Or a coffee. Или кофе пригласить их на кофе. And ask questions. И просто задавать им вопросы. And I also think it's very important, and I do this for myself. И я думаю, это очень важно. Я делаю это для самой себя. Is that I tell people you have 100% freedom to speak into my life. Я всегда людям говорю, у вас есть 100% свобода говорить искренне и честно в мою жизнь. In anything that you think that I could grow in. В любой области, в которой вы как думаете, и мне надо вырасти, я могу вырасти. And I want to stay humble and teachable. И при этом я хочу сохранять свое сердце смиренным и научаемым духом. So none of us are finished. Поэтому никто из нас не дошел
до этого финала еще. I want to stay hungry and humble and teachable until I'm 90 Поэтому years я old. хочу оставаться с научаемым духом, смиренной до тех пор, пока мне там 90 лет и выше не будет. And I am very intentional. Я очень намерена в этом. To make sure that I don't look at age as the thing that is the indicator of somebody's value and what they can give to me. Чтобы не смотреть на возраст как индикатор, что потому что он взрослый, я его буду ценить больше и слушаться больше, нежели по сравнению с молодыми людьми. So I can receive from anyone, any age, if they have something more than what I have. Если у них есть что-то больше, чем есть у меня, я ставлю себя в позицию, что я буду принимать от кого угодно. So positioning yourself as a son or daughter is to stay humble and teachable and hungry. Поэтому, как сын или дочь, поставь себя в такую позицию, где ты остаешься голодным, где ты остаешься открытым и где ты остаешься с научаемым сердцем. Nobody's finished. Потому что никто не дошел еще до финала. There's always more. Всегда есть больше, в чем меняться и расти. Yeah, and the minute I think I have it all figured out, I'm in trouble. И в тот момент, когда я думаю, я уже и так все знаю, я уже все достигла, тогда большая проблема. Ты в большой проблеме. So if you find yourself in that situation, если ты находишь себя вот в такой ситуации, в таком состоянии, ask the Lord to stir up hunger in you for more. Тогда попроси Бога просто возгреть, взбудоражить голод в тебе по-большему. What in the kingdom do you not have that you want to have? Что в царстве, чего у тебя еще нет? Есть в царстве Бога, но у тебя этого еще нет. Но ты хочешь это получить. And start looking for people who you can learn from. И начни просто искать людей, от которых ты можешь учиться. Okay, we have about 5 minutes left. У нас осталось 5 минут. Okay, so I want to take a few minutes. Я хочу занять несколько минут. And do some prayer for healing. И хочу несколько молитв за исцеление, помолиться за некоторых людей. And some prophetic words. И несколько пророческих слов поделиться. So I've asked my third-year student, Я попросила Юку, моя студента 3-го курса нашего, to come and join us. прийти к нам, присоединиться. Okay. And we are going to, take some risks. И мы сейчас будем рисковать. And be powerful. Но будем сильными при этом. Because all things are possible with God. Потому что с Богом возможно все. A few weeks ago, we were doing a Facebook Live session. Несколько недель назад у нас была на Фейсбуке также прямая трансляция. And at the end of the session, и в конце сессии этой, the Lord showed me that there was someone that had some physical problem, and we started praying for that. And through Facebook Live, they were healed. Бог показал мне, что у кого-то была физическая проблема, и мы стали об этом молиться. И через это человек получил исцеление. So as I was praying about our time together this morning, I felt like the Lord wanted to do it again. Молилась за наше время сегодня утром, я чувствую, что Бог хочет это снова сделать. God is not separated by time and Бог space. временем не отделим и пространством также. Holy Spirit is powerful Дух here in Святой Reading and right where you are. сильный, так здесь в Рейдинге, прямо там, где вы являетесь. In your room, at your house. В вашем доме или в вашей комнате, or in your car, wherever you или в are. машине, где бы вы ни находились сейчас. Holy Spirit is just as powerful there as He is here. Дух Святой настолько же мощный и сильный, как Он здесь, так и прямо там с вами прямо So we want to сейчас. encourage some of you today, Поэтому мы хотим ободрить некоторых из вас сегодня. and we want to release the power of heaven over И you. мы хотим высвободить силу небес над вами. Okay, you guys, do you have anything to share? I keep hearing he wants to heal the skin disease. Я продолжаю слышать, что Бог хочет исцелять проблемы с кожей. And I keep hearing that not only one person, but it's kids Это не один ребенок, who had не один человек, skin trouble when they were born from. но даже дети, что с детства проблемы у кого-то есть с кожей. He wants to completely heal you. И Он хочет полностью вас исцелить. And another things I keep hearing is who has a dog. He wants to heal the dog. Также у кого-то собака болеет, Бог хочет исцелить собаку вашу. God loves dogs. Богу нравятся наши собаки, Он любит их. Yeah, he cares what we cares. Потому что Он заботится, Он переживает за то, что мы переживаем. And also, I'm hearing that while you're listen to this Q&A session,
И когда вы слушали вот эту сессию, like enemy is trying to steal what you're calling. Я слышу, что враг, он пытался украсть ваше призвание. Like you are not loving, so you cannot be your Пытался убедить вас, что ты недостаточно, не умеешь любить, поэтому ты не можешь быть духовным матерью или отцом. So you cannot be mother to spiritual mom to someone. I translated. Yeah, good. Because, Yeah. Yeah, that's it. I think. Okay, so let's go ahead and pray for healing for the skin disease. So I command the skin disease to go right Я now. приказываю сейчас, чтобы вот это заболевание кожи, оно ушло прямо сейчас. There is no place that you can stay. Нет, ты не можешь, эта болезнь не может оставаться больше в вашем теле. Papa God, thank you so much for Папа Бог, спасибо completely. за твое полное исцеление. And then the skin going to be the baby skin И right что now. кожа будет здоровая, она будет как кожа младенца, прямо сейчас, чистая и здоровая. Also, I pray for your dog. Также я молюсь за собаку вашу, healed кого, completely. чтобы собака тоже приняла исцеление во имя Иисуса In Jesus' Христа. name. And I encourage that if you're hearing that you're not loving to the И people, если вы чувствуете, что вы не любите, слышите, что вы не умеете любить, you carry such a love. You я are хочу love. сказать, что вы есть любовь, потому что Бог в вас. It's not what you do, Это не через то, что вы that делаете your being is или не loving to делаете, people. но вы являетесь любящим человеком уже изнутри, изначально. You can be spiritual mom to all the kids. И вы можете быть духовной мамой для всех тех детей, которые нуждаются в этом, или отцом, In Jesus' name. во имя Иисуса. So that's a good declaration. Это хорошее провозглашение. I am an amazing Вы spiritual можете mother. сказать, я удивительная духовная мама или духовный отец. Yes, that's awesome. So, Здорово. as Yuka was speaking about the skin disease, Когда Юка говорила о заболевании кожи, and as she was praying for that, и когда она молилась за это, I heard the Holy Spirit say that if you right now are suffering from a skin disease, я слышу, как Бог говорит, если вы сейчас страдаете от заболевания кожи, God is actually asking you to hug yourself Бог просит, чтобы вы просто сейчас вот так вот себя обняли and declare over yourself, I love myself. и провозгласили над собой, я люблю самого себя. I love every part of myself. Я люблю каждую часть своего тела. I love myself unconditionally. Я люблю самого себя безусловной любовью. And I love my skin. И я люблю мою кожу. So if you or someone in your family is suffering from any kind of skin disease, Поэтому, если вы или кто-то в вашей семье страдает от заболевания кожи, right now, прямо сейчас, hug yourself. обними себя Love yourself. и люби самого себя And в данный love your момент. skin. И полюби свою кожу. Yeah, the Lord is actually, some of you are experiencing skin disease that creates a lot of irritation, like Особенно painful skin disease. заболевания кожи такие, что создают раздражение, что даже больно. And the Lord is releasing right now a heat on your body, Бог высвобождает прямо сейчас жар на ваше тело. and it's actually like burning it up. И это буквально все сжигается. It's сейчас. going in the name of Оно Jesus. уходит во имя Иисуса. Yeah, thank you, Lord. I also have a picture of someone who's a mother, А также у меня есть картина того, кто мама является. and you have 3 children, И у вас 3 детей. and you're carrying a lot of worry and concern. Actually, it's 3 adult children, А у вас они взрослые, эти дети, и вы очень сильно за них переживаете. and you're carrying a lot of anxiety and worry for them. И у вас очень много беспокойства и тревоги за And них. I see the Lord is actually speaking to you that the power and the strength of the Lord is coming upon you and setting you free И я from all слышу, как anxiety Бог and говорит, worry. что сила Божья, она сходит на вас и освобождает от всякого беспокойства и тревоги. That there's a peace of heaven that's washing over you Что right now. есть мир Бога, который омывает вас прямо сейчас. And the Lord is actually giving you what the Bible calls unexplainable peace. И что Бог дает вам необъяснимый мир. The Bible calls it unreasonable peace. Писание говорит, что это мир беспричинный, то есть его нельзя объяснить, но он есть. So you're a mother of 3 adult children who are not making good choices in life right Если now. ты мама 3 детей, которые нехорошие выборы делают в своей жизни сейчас, They're not living their life for the Lord.
Они не живут своей жизнью с Господом. And God is releasing peace to you Бог высвобождает мир вам and confidence to you. и уверенность. And He's actually giving you new power and new strength И Он дает вам новую силу in your intercession and your prayers. в вашем ходатайстве, в ваших молитвах. And He's calling you, He's telling you right now that your words and your prayers are powerful. И Он говорит вам прямо сейчас, что ваши молитвы, они And that сильны. your prayers are changing the lives of your children. И что ваши молитвы меняют жизни ваших детей. And that you, from this day forward, you are not going to live in И anxiety, с этого дня и далее вы не будете жить в беспокойстве и тревоге. but peace and comfort and confidence is going Но to be what's inside of мир, you. уверенность – это то, что станет частью вашей жизни, внутри вас будет. Yeah, and the Lord is bringing healing Бог приносит исцеление and freedom to you and your и family. свободу вам и вашей семье. You've been praying for very specific things for your children, for their salvation. Даже молитесь конкретно какими-то вещами за своих детей, за их спасение. And the Lord is hearing your prayers. И Бог слышит ваши молитвы. Your prayers are powerful. Ваши молитвы, они мощные. And each one of your children are going to come home to the Lord. И все ваши дети, они вернутся домой к Господу. Their destiny is going to be fulfilled. И их судьба будет исполнена. And everything that the enemy has stolen is going to be paid back. И все, что враг украл, это будет возвращено и восстановлено. So I release over you hope and Поэтому joy я and peace. высвобождаю над вами надежду, мир и любовь. Okay, we're going to do one more. Хорошо, еще одно Okay, one сделаем. Yes, okay. Я также вижу, что Бог исцеляет. У кого-то был вывих плеча, конкретно правого, и вы не могли нормально двигать. Была постоянная боль. Я освобождаю прямо сейчас исцеление для этого плеча, чтобы всякая боль она ушла во имя Иисуса Христа. Также я вижу, что, касаясь темы семьи и спасения, я вижу, как Бог сейчас буквально во снах является к некоторым из ваших детей, родных, близких, может быть, это муж, жена, то есть не такая непосредственная ваша семья. И я вижу, как Бог высвобождает дух примирения в отношениях, которые были разрушены. Я вижу, как буквально человек, сейчас Бог мне напомнил одну историю, когда люди собирались разводиться, муж с женой, верующие. Они собирались разводиться, никакого примирения невозможно было. Но Бог ночью пришел к жене и стал говорить с ней, что это от Него, брак этот от Него, и что Он будет работать над этим, и все изменится. И Он буквально во сне остановил ее от этого решения. И когда утром она проснулась, и они должны были идти уже в суд, где финальный должен быть развод быть, она сказала: я не хочу этого больше. И в результате их семья полностью восстановилась, изменилась, примирилась, и совсем другие новые отношения стали. Поэтому я высвобождаю это свидетельство. Если сейчас кто-то проходит через этот момент, когда уже все, кажется, что это уже финально, больше нет никакого выхода из этой ситуации, я вижу, как Бог буквально через сон, через какие-то встречи с этими людьми, Он обращает их сердца в обратном направлении и высвобождает дух примирения. Поэтому я благословляю вас, и если у вас... I'm finishing, wrapping up. Okay, I want to give a blessing before we do. Прежде чем мы закончим, Дарлин хочет благословить вас еще. So before we say goodbye, I want to bless you. Прежде чем мы скажем вам до свидания, хочу вас благословить. Yeah, I want to say thank you to Yuka. Спасибо, Юка. Thank you for releasing healing Спасибо, что ты высвободила and исцеление. hope over all of our Russian И speaking помогла students. всем нашим студентам русскоговорящим. I love it. This is so Нравится, good. супер. Yuka is a powerful, Юка, prophetic она очень prophesier. мощный, у нас пророческий голос тоже пророчествует. And she's a powerful teacher. И она мощный, сильный учитель. And right here you see this woman. И прямо здесь вы видите эту женщину. God is bringing her into her destiny. И Бог ведет ее в ее судьбу и предназначение. Yeah, and again, just want to say thank you to Yuka Я хочу снова поблагодарить Юку for everything that she does to за все, help что our она online делает. courses. Снова помочь нам со всеми нашими курсами. She's here early this morning, Она пришла очень рано сегодня helping утром. us get set up, and she is Помогла a нам beautiful все servant of the Lord. устроить. У нее хорошее сердце слуги в Господе. Yeah, and we could not do what we're doing for you in these classes И if в Yuka этих was not on our занятиях мы team. не можем делать для вас вот то, что мы делаем, если Юки бы у нас не было в Yeah, команде. so right now, all of you just say, bless Вы Yuka. можете все сказать: Юка, ты благослови ее Господь. Declare
over her, be blessed. Провозгласите и скажите, будь благословлена. Be paid back for everything that you Пусть do тебе in double. воздастся за все, что ты отдаешь, свое время и таланты, воздастся тебе. All filled up Наполни ее, Господь, and all renewed, и обнови ее полностью, overflowing. до переполнения, That everything that you've given would be given back to you. чтобы все, что ты отдаешь, было во 100 крат воздано тебе. Thank you, Jesus. Thank you. Спасибо. This is a special Thank moment. Да, вот, да, это то, как духовные мамы ведут себя. Вот мы вам показали пример, как духовные мамы ведут себя. So I know we're really over time, but I just have to Я say this. знаю, что мы уже время затянули немножко, но я хочу сказать, мне надо это сказать. I wish I could bring every single one of you home with me. Я бы хотела привязать вас всех домой к себе, I just feel so much of God's love for each one of you. потому что я чувствую так много Божьей любви для каждого из And вас. I just want to look you in the eye today. И я хочу просто посмотреть вам в глаза And сегодня. I'm talking to each one of you И individually. я говорю каждому из вас индивидуально. Each one of you, you are called and anointed to be a powerful world changer. Каждый из вас, вы помазаны и вы призваны, чтобы быть мощным человеком, который меняет мир. And today is the day to stop making excuses for not being everything God created you to be. И сегодня пришел день, когда нужно перестать находить оправдания каким-то вещам, которые есть в вашей жизни, когда вы еще не испытываете всей той полноты, к чему вас Бог призвал. Today is the day to silence the voice of the enemy in your life. Сегодня пришел день, когда вам нужно заглушить всякий голос врага в вашей жизни. Say no to those lies. Скажите нет всей этой лжи, что вы сирота или и так далее. Any thought that you have that's not from God. Любая мысль, которая не от Бога, It's time to smash it. пришло время раздавить эту мысль. It's time to become angry at those lies. Пришло время разозлиться на всю эту ложь. And to rise up and be everything God created you to Подняться be. и стать всем тем, что Бог создал тебя, кем Бог создал тебя быть. So I know right now where you are, it's nighttime. Поэтому я знаю, что где ты сейчас находишься, возможно, это ночь уже. So I declare over you right now Поэтому я провозглашаю над вами прямо сейчас, that when you wake up in the morning, что когда вы проснетесь утром, it's going to be a brand new day for you. это будет абсолютно новый день для вас. A day for you to be fully powerful. День, когда вы полностью будете ощущать себя мощным и сильным. To be fully you. Чтобы вы были в полноте сами собой. There is no other you on the planet. Потому что на этой планете нет другого тебя. You were not created to be someone else. You were created to be you. Ты не был создан, чтобы быть кем-то. Ты был создан быть самим собой. And if you're not 100% you, then the world is missing out. И если ты не будешь жить 100% самим собой, не подражая никому, то мир тогда потеряет что-то. So rise up today. Поэтому поднимись сегодня. Rise up tomorrow morning. Поднимись завтра утром. And declare and decide that you are going to be 100% you. И провозгласи это и реши, что я буду самим собой на 100%. I keep hearing the Lord say Я продолжаю слышать, Бог говорит, that today we are talking to world что changers. сегодня мы говорим с теми, кто буквально меняет этот мир. It's no accident that you're part of this class. И нету случайности, что ты часть этого This is класса. God's design for you. Это Божий дизайн для тебя. This is part of your destiny. Это часть твоей судьбы и предназначения. Get everything you can out of this class. Поэтому возьми все, что ты можешь от этого класса. Make the most of every moment. Вовлекись в каждый момент. Listen to the messages over and over again until they become a part of you. Прослушивай эти проповеди и послания снова и снова и снова, до тех пор, пока они не пропитают тебя. Get powerful in declaring over your life. Стань сильным в том, чтобы провозглашать какие-то вещи в своей And жизни. then expect to see God bring transformation. И затем ожидай, чтобы увидеть, что Бог принесет преобразование. Inside you and through you. Внутри тебя вначале, а потом через тебя. The world is never going to be the same again. Мир никогда не будет прежним снова. Because you are becoming 100% you. Потому что ты становишься самим собой на все 100%. You're beautiful. Ты красивый. You are lovely. Ты любезный. You are intelligent. Ты очень умный. You are powerful. Ты сильный. You have all the love of heaven inside of В you. тебе живет вся любовь небес. And you have access to everything you need in И у Jesus. тебя есть
доступ ко всему, что в чем ты нуждаешься. So I just want to say a mother's blessing Поэтому over you. я хочу сказать благословение матери над тобой. Be everything you were created to Будь be. всем тем, кем ты создан быть. And walk in victory. И ходи в этой победе. I bless you with joy Я благословляю тебя like радостью, you've never experienced которую before. ты никогда раньше не переживала, не испытывала. And a powerful, powerful peace. И сильным миром. Yeah, we love you so Мы much. любим тебя так сильно. Thank you for doing this class. Спасибо, что ты этот класс, эту программу взял. Yeah, we're so thankful for И Elena. мы так рады и благодарны за Елену. Yeah, okay, I'm going to do one more minute. Еще одну минуту. I want you to bless Elena right Я now. хочу, чтобы вы благословили Yeah, Елену прямо reach your hand сейчас. out to your Прострите computer or вашу your руку phone. к вашему телефону или And in компьютеру. the spirit realm, we just bless И в Elena. духовном мире мы просто благословляем We Елену. bless her with absolutely everything she needs. Мы благословляем ее всем, в чем она нуждается. And everything that she has given into this И class. все, что она отдала в этот класс. Everything that she's done over the last 2 Все, years. что она последние 2 года делала для And этого. what she's doing today. И все, что она делает сегодня. We bless you, we bless Мы you, we благословляем, bless благословляем тебя. you. Yeah, and that, like what God is doing in your life right now, И все, то, что Бог делает в твоей жизни сейчас, it's just the beginning. это только начало. Yeah, and the Lord is increasing your favor И Бог увеличивает твое and your благоволение, influence и твое влияние, and your и anointing. твое помазание. Yeah, and you are a powerful voice for И Jesus. ты мощный голос для Иисуса. Yeah, we're so thankful for И мы you. так благодарны за тебя. Okay, I know I've gone 100%, 1,000 times This over is, time. this is the true representation. Вот это есть настоящий показатель духовной мамы, духовного папы. Вот серьезно, Дарлин, она столько постоянно это делает. И поэтому, знаете, если ты научишься это делать, я думаю, мы станем духовными родителями. I'm so grateful for you. I just said that was a perfect example, and you do it all the time for all of us. All right, we're going to let you go Okay, to bed. позволим вам пойти Good спать. Хорошей вам ночи.